Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем рубрику «Воспоминания ровесников, дедушки и бабушки Димаша». Все мы с нетерпением ждали открытия Олимпийских игр в Японии в 2020 году. Но в связи с пандемией коронавируса Олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год. Открытие предстоящих мероприятий запланировано на 23 июля 2021 года. Много разговоров о том, кто будет петь на открытии Олимпиады. Среди кандидатов есть и Димаш Кудайберген, казахстанский певец, композитор, инструменталист. Сейчас январь, и уже началась подготовка к предстоящей Олимпиаде. Давайте и мы порассуждаем, что такое Олимпиада, какое значение это мероприятие имеет для нас, для казахстанцев и, конечно же, для Димаша. Начинаем повествовать наш очерк «Олимпиада» – одно из самых ярких впечатлений моей жизни. Для нас Димаш – это олимпийский чемпион. На сегодня ему нет равных. Кто знает, может, мы, ровесники дедушки и бабушки Димаша, услышим его уникальный голос на открытии будущих летних и зимних Олимпийских игр. От всей души желаем Димашу, кумиру миллионов поклонников его замечательного музыкального творчества, крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов. Я, как ровесник дедушки и бабушки Димаша, хочу немного рассказать о прошедших год рождения Димаша Олимпийских игр, которые проходили в Норвегии с 12 по 27 февраля 1994 года. Они знаменательны тем, что Казахстан тогда впервые принял участие в таком международном престижном спортивном мероприятии, как независимая суверенная страна. Несмотря на кризис и тяжелейшие экономические трудности молодого государства Казахстан, нами были заявлена казахстанская олимпийская команда для участия в Олимпиаде. Был всеобщий приподнятый настрой. Мы забыли о предварительных подготовительных хлопотах и даже не заметили, что летим уже в самолете вместе со спортсменами в чартерном рейсе большого самолета. Мы летели как представители алматинской делегации, являющейся тогда еще столицей Казахстана. По пути следования в Норвегию наш самолет для дозаправки сделал посадку в Санкт-Петербурге, недавно переименованного с Ленинграда. Это было время развала Советского Союза. Наряду с эйфорией и перестройки в воздухе царили растерянность, отчужденность, обида, что мы уже не вместе. Открыли дверь самолета, подали трап. Объявили, что всем пассажирам нужно пройти в зал ожидания аэропорта. Было темно, очень холодно, морозно, шел снег. Но все равно, несмотря ни на что, прекрасный город на Неве встречал казахстанскую делегацию очень горячо, необыкновенно по-родственному, радушно и гостеприимно. К трапу самолета первыми подошли девушки-сотрудницы пограничной службы аэропорта. Одна из них, не скрывая своих слез, заплаканных голубых глаз, радостно говорила: «Здравствуйте, мои дорогие земляки! Я же из Алматы, у меня там мама живет!» В этот момент, в порядке исключения, включили все освещение Санкт-Петербургского аэропорта. Не знаю почему, но видя, как радостно встречает нас, кто-то из членов казахстанской делегации остановился на выходе и, стоя на трапе самолета, как на импровизированной сцене, подняв руку в знак приветствия, очень мощно запел: «Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню мою». Это было так неожиданно, потрясающе, что придавало встрече особую значимость. Ведь слова великого казахского поэта Джамбула Джабаева, прозвучавшие в жестокие блокадные дни Великой Отечественной войны: «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя, здесь помнят всегда». В 3 часа ночи в честь казахстанской олимпийской команды в ресторане аэропорта был дан праздничный ужин мэрии города Санкт-Петербург, руководителем которой был Анатолий Собчак. После завершения плановой остановки наш самолет продолжил свой исторический путь из Санкт-Петербурга в столицу 17-й Белой Олимпиады. Благополучно приземлившись, пройдя затем тщательный досмотр и соответствующую проверку, мы разместились в предоставленных нам гостиницах. Запомнились также принятые норвежской стороной меры безопасности. На каждом этаже стояла охрана. При въезде и выезде из отелей представитель каждой страны проходил тройной таможенный контроль. Для Лилихаммера, тихого, маленького, уютного городка, расположенного в 170 километров к северу от Осло, столицы Норвегии, с населением всего 22 тысячи человек, победа в 1988 году в конкурсе городов-кандидатов на проведение Олимпийских игр оказалась во многом неожиданной и ошеломляющей. Однако за 11 месяцев до начала игр все сооружения были готовы,
и проверены спортсменами и тренерами в серии международных соревнований. Более того, все сооружения были настолько практичны, удобны и гармонировали с окружающей средой, что заслуживали особую оценку Международного олимпийского комитета. Главный олимпийский комплекс в Лиллехаммере, созданный специально к зимним играм в 1994 году, включал комплекс из 2 трамплинов, совмещенных со стадионом для торжественных церемоний открытия Олимпийских игр, рассчитанных на 50 тысяч зрителей, и Олимпийским парком, арены для соревнований по фристайлу, биатлону, лыжным гонкам, дворца для соревнований по хоккею на 10 500 зрителей, а также был стадион для торжественных церемоний награждений победителей. Недалеко от Олимпийского стадиона была построена Олимпийская деревня, в которой были размещены 2500 человек. В другом небольшом норвежском городке Хамаре, расположенном примерно в 50 километрах от Лиллехаммера, были построены дворцы для соревнований по скоростному бегу на коньках на 10 тысяч зрителей, по фигурному катанию и шорт-треку на 6 тысяч зрителей. Здесь же была расположена вторая Олимпийская деревня для участников соревнований по этим видам спорта. Неподалеку от Лиллехаммера, в Гьовике, построена была уникальная подземная ледовая арена Маунти Холл, горный дворец, для соревнований по хоккею. На строительство этого комплекса общей площадью 10 200 квадратных метров хозяевами Олимпиады было затрачено 134 миллиона 700 тысяч крон, это 20 миллионов долларов США. Потребовалось удалять 141 тысячу кубометров скальной породы. С внешней стороны скала почти не тронута строительством, за исключением низкого бункероподобного входа и арену. Горнолыжные трассы, а также трассы для саночников и бобслеистов располагались в живописных местах и отвечали всем необходимым требованиям. Также хотелось бы отметить, что, работая над строительством олимпийских объектов, норвежские архитекторы и строители не только попытались придать им национальный колорит, обеспечить соответствие требованиям современного олимпийского спорта, но и обеспечить их полноценное использование после окончания игр как спортсменами, так и любителями зимних видов спорта. Максимальная удаленность всех олимпийских объектов друг от друга составляла 58 километров. Церемония открытия Олимпиады началась 12 февраля 1994 года и длилась более 4 часов. Сводный детский хор в составе 400 участников, представителей 16 музыкальных капелл Норвегии, сформировав 5 олимпийских колец, исполнил песню. На церемонию прибыла королевская семья, которую встречали президенты Международного олимпийского комитета и Организационного комитета Олимпийских игр в Лиллехаммере, после чего на стадионе начался парад представителей стран-участниц. Всего в параде приняли участие более 2000 человек. Король Норвегии Харальд V объявил об официальном открытии 17-х зимних Олимпийских игр. Был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь. В соревнованиях за 61 комплект олимпийских медалей встретились 1923 спортсмена. Такого количества участников не знали ни одни предыдущие игры. Увеличение числа стран-участниц было во многом обусловлено политическим переустройством в Европе и Средней Азии. Впервые самостоятельными командами участвовали Украина, Беларусь, Казахстан, Чехия, Словакия и ряд других стран. В задачу алматинской делегации входило не только посещение и изучение различных объектов Олимпиады, организации проведения соревнований, но самое главное – проведение первой презентации Алматы как города-кандидата проведения следующих зимних Олимпийских игр. Президенту и членам Международного олимпийского комитета Хуану Антонио Самаранчо мы представили красиво оформленные на казахском, русском и английском языках презентационные материалы с фотографиями белоснежных гор Заилийского Алатау, Медео, Чембулака, других достопримечательностей Алматы и национальные сувенирные продукции. Программа игр включала 61 вид соревнований в 12 видах спорта: горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и другие. Королевство Норвегии за время игр посетило 5 миллионов человек. Почти все они, хоть ненадолго, стремились побывать на местах олимпийских баталий. Организаторы имели все основания быть довольными. За время игр продано было более 1,5 миллионов билетов. Помимо этого, миллионы людей смогли видеть состязания бесплатно, разместившись вдоль олимпийских трасс.
Миллиарды людей на всех континентах мира следили за событиями Белой Олимпиады на экранах телевизоров. Погода тоже благоприятствовала Олимпиаде. Солнце, мороз, обилие снега и ни одного серого пасмурного дня. По 3 человека от каждой делегации, приехавшей со всего мира, были приглашены на встречу с королем и премьер-министром Норвегии. Я имел счастье участвовать в том незабываемом приеме, где смеялись, общались друг с другом люди самых разных национальностей. Знакомясь, я говорил: «Казахстан, Медео». При слове «Медео» иностранцы сразу кивали головой. За вечер я имел уже несколько визитов зарубежных партнеров с их деловыми предложениями. Прием, конечно, был королевский. В ходе его гости дегустировали настоящий французский коньяк, красивое французское вино 200-летней выдержки, норвежское пиво и вкусные рыбные угощения. Все это, конечно, запомнилось мне, сохранилось навсегда в моей памяти, потому что почет и уважение на международном уровне, проявленный ко мне, представителю Казахстана, я, как свободный гражданин свободной независимой страны, видел впервые. Апофеозом кульминации зимней Олимпиады в Лилихаммере стала лыжная гонка на марафонской дистанции в 50 километров. Упорная, бескомпромиссная. В лидеры пророчили летучих норвежцев, шведов, финнов, канадцев, упорных немцев, англичан, французов, итальянцев. Стоя на пушистом сухом белом снегу, размахивая нашими красивыми флагами с золотым солнцем, гордо парящим беркутом на фоне чистого голубого неба, мы громко и дружно кричали и болели за Владимира Смирнова. И чудо свершилось. Иностранные болельщики открыли рот от изумления. Сенсация! Казахстанский лыжник Владимир Смирнов, обгоняя своих именитых соперников, первым мчался к финишной прямой. Вокруг нас стояла тишина, все молчали. Только морозный воздух и Владимир Смирнов слышали, наверное, наши ликующие и счастливые голоса. «Давай, давай, вперед, Володя! Поднажми! Еще немножко! Казахстан! Алга!» Вскоре нас начали поддерживать и норвежские болельщики, дружно скандирующие вместе с нами: «Смирнов! Смирнов!» И Владимир Смирнов оправдал наши надежды. Он в стремительном победном рывке первым пришел к финишу. Браво, земляк! Браво, Кокчетавский Смирнов! Есть первый олимпийский чемпион независимого, суверенного Казахстана. От такой великой радости мы обнимали и поздравляли друг друга. Начиная с легендарного чемпиона мира Кажимукана Мунайтпасова, олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, победную эстафету чемпионов достойно продолжили Даулет Турлыханов, Владимир Смирнов, Ольга Шишигина, Бекзат Саттырханов, Серик Сапиев, Виталий Винокуров, Илья Ильин, Денис Тен, Бахтияр Артаев, Данияр Елеусинов, Ольга Рыпакова и другие. На виду всего мира торжественно звучал гимн и поднимался флаг Казахстана. Держа руку на сердце, победители не скрывали своих слез, радости и счастья. В ответ нашим славным чемпионам, я думаю, мы тоже взаимно благодарны им за проявленное упорство и волю к победам, которые еще больше и сильнее сплотили многонациональный народ Казахстана. На этом мы заканчиваем наше видео. Подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте свои лайки. Всего хорошего. До свидания.